Дети с расстройством аутистического спектра, нарушена коммуникация с внешним миром. Эти дети не смотрят в глаза, боятся громких звуков, у них нарушен сон, они избирательны очень сильно в еде. Меня зовут Лариса, у меня 2 дочери. После рождения самой младшей, второй дочери, нам поставили прививку АКДС, ОПВ и полиомиелит одновременно, после чего я заметила, что ребенок стал более замкнутый, она начала проявлять самоагрессию, она прекратила смотреть в глаза, дочь расцарапывала лицо в кровь, билась головой об пол, стену, шкаф, она вырвала волосы на себе. Были сильные истерики, засыпала она где-то в 10-11 часов вечера, просыпалась в 2 ночи и засыпала в 6 утра. Хотя вот когда она родилась, было все в пределах нормы. Она с бабушкой гулила, наблюдала за игрушкой. Первым делом нам посоветовали врачи проверить слух. Мы поехали в Москву, проверили слух, она идеально слышит. Потом посоветовали обратиться к неврологу либо к психиатру. Нам психиатр посоветовала съездить в АБА-центр для корректировки поведения. Мы поехали в АБА-центр, но в АБА-центре нам вообще не помогло ничего. После прохождения АБА-терапии мы обратились на ТМП-МПК для определения ребенка в сад. А так как я прошла курс АБА-терапии вместе с ребенком, а я была тьютором. Мы ходили полдня и все остальное время дома. Но мы не могли ходить в сад полноценно, потому что ребенок, у него было нарушение сна, и она засыпала, и часто просыпалась в 2 ночи и засыпала в 6 утра. И это просто было невозможно ходить. Но так как в детском саду не было узких специалистов, нам не могли помочь, и я решила сама изучать данную теорию более углубленно. Днями и ночами изучалась литература. Пока ребенок спал, я вот сама отдыхала. Сказать, что я была истощена, это вообще ничего не сказать. До 5 лет мы жили как на пороховой бочке, потому что это истерики были нон-стоп. Параллельно изучав материалы, я сама стала АБА-специалистом. В 2021 году я пошла на онлайн-курс ЛТП для родителей, где правильно рассказали, научили, как с ребенком вести себя, как обучать. Первый раз в жизни я выспалась. У ребенка прошла самоагрессия, у нее наладился сон, у нее наладился стул. Ребенок прекратил на себе вырывать волосы. Я окончательно приняла решение забрать ребенка из сада и заниматься самостоятельно. Ребенок каждый день менялся на глазах. Она перестала ходить на цыпочках. Появился зрительный контакт. Стала пить из чашки, есть ложкой, ходит в туалет. Ребенок начал коммуницировать с окружающим миром, обращать внимание, вот что происходит вокруг. Стала ходить пешком продолжительное время. До этого она либо на руках, либо на коляске. Стала интересоваться игрушками, обращать внимание на детей. Стоит, наблюдает за детками, что они делают, а потом повторяет за ними сама. Одевает сама носки, колготки, штаны. Перестала сидеть в темноте, помогает убрать со стола. Появилась детская речь, лепет. Хотя до этого у нас речи вообще никакой не было. Я видела другую сторону медали. Я теперь смогу с уверенностью сказать, что аутизм излечим. Многим детям на курсе ЛТП сняли диагноз аутизм, расстройство аутистического спектра. Они пойдут в обычную школу, смогут обучаться в обычном классе. И тут чем раньше начнешь, тем лучше будет для ребенка. Под лежачий камень вода не течет. И если родитель не будет работать, то, соответственно, ничего и не будет. Я не призываю поступать точно так же, как и я, забирать ребенка из сада, потому что это дело каждого родителя. У каждого своя ситуация. Данный онлайн-курс ЛТП, он чем удобен, это онлайн-курс. Есть родительский чат, который работает 24/7. Поддержка кураторов, нутрициолог профессионально работает с детьми, поддержка родителей в упражнениях. Если что-то неправильно, обязательно подкорректируют, подскажут.
Если у самого человека есть какие-то переживания, может написать в личку. Обязательно там, знаете, очень большая и мощная поддержка. Для тех, кому интересен курс ЛТП, контакты клиники я оставлю в ссылке в описании. Наши дети – это наша ответственность, поэтому надо брать себя в руки, беречь, любить, оберегать. И самое главное – останавливать, потому что мы, родители, не вечны, а ребенку дальше жить.